Всем привет! Я, наверное, как и многие, обожаю фильмы Квентина Тарантино. Они стильные, жесткие, наполнены кучей запоминающихся сцен, диалогов и персонажей. У Квентина свой уникальный стиль, который во многом стал стандартом качества. Кто-то пытается его скопировать, другие на него равняются. Ничего хорошего в отеле Эль Роял как раз таки из вторых, поэтому давайте о нем поговорим. Поехали! Ты следишь за мной? Слежу за теми, за кем они скажут. Кто они? Руководство. Приветик. В этом видео не будет спойлеров, во всяком случае таков план. Я рассказываю лишь те подробности сюжета, которые создатели картины предоставили в трейлерах или описании кино. Но есть и те, кто хочет вообще ничего не знать о фильме и не иметь ни малейшего понятия, что в нем произойдет. В таком случае любое видео, связанное с определенной картиной, лучше не смотреть. О данном кино еще сложнее рассказывать, так как по сути это триллер-детектив, который напичкан кучей сюжетных поворотов и тайн. Центром картины является отель Эль Роял. Это некогда престижное заведение, нынче переживают не лучшие времена. Раньше стены этого здания принимали к себе в гости высокопоставленных чиновников и звезд Голливуда, а теперь на всю площадь лишь один работник. Изюминку отелю придает то, что он находится на границе двух штатов, и номера расположены соответственно. Однако с первых кадров понимаешь, что это здание таит в себе кучу секретов, на которые лучше не натыкаться. То же самое можно сказать и о постояльцах, которые волей случая вынуждены находиться на территории этого отеля. Таинственные гости не так просты, как может показаться на первый взгляд. Что привело этих людей сюда и кто они такие, нам и предстоит выяснить. На этой ноте говорить о сюжете мы закончим, хотя, если что, убийца это Дворецкий. Стопудово. Так как основной упор сделан на персонажах, разумеется, играть их кому попало не поручили. У фильма весьма внушительный каст, в который входят Дакота Джонсон, Джон Хэм, Джефф Бриджес и Крис Хемсворт. Они, как и остальные участники проекта, справились отлично. Каждый герой получился колоритным, со своей историей и мотивацией. Мне интересно было следить за всеми и что с ними произойдет в итоге. Фильм постепенно рассказывает нам, кто они такие и какие у них скелеты в шкафу. Каждый персонаж окутан тайной и своей мрачной историей, что в фильме отлично показано. Также стоит упомянуть, что стилистически картина выполнена на отлично. Чего только стоит огромная пограничная линия, которая разделяет здание на две части. В фильме очень много хорошей музыки, а сам отель показан как нечто мрачное, но в то же время желанное. Тебя вроде тянет туда, хотя здравый смысл в голове твердит, что лучше убираться. Одним словом, фильм очень атмосферный и визуально приятный. Буквально с первых кадров картина затягивает тебя внутрь и отпускать не собирается. Порадовало и то, что сюжет абсолютно непредсказуемый, и для триллера это очень хорошо. Я реально не мог угадать, чем в итоге все закончится. В фильме куча интересных поворотов, а финал не разочаровывает и даже приятно удивляет. Также стоит упомянуть, что у картины рейтинг R, и он не боится его использовать. Кино напичкано экшн-сценами, которые сняты брутально и реалистично. Плохие спецэффекты не заметил, да и придраться тут не к чему. Перестрелки до драки. Я сказал, что в детективном триллере будут драки и перестрелки. Это спойлер? Да не, бред какой-то. Так вот, раз графики по минимуму, я все равно найду к чему докопаться. Мне кажется, что картина немного затянута. При всех ее плюсах этот недостаток виден очень отчетливо. Фильм идет почти 2,5 часа и заполнен диалогами. Интересными, конечно, но не настолько, как у Тарантино. И когда в конце все поставлено на кон и напряжение нарастает, нам показывают флешбэк персонажа, и это сбивает с настроя. Похожие моменты встречаются слишком часто, и они нужны для раскрытия героев, но иногда этого было слишком много. Возможно, это смутило только меня. Если смотрели кино, делитесь своим впечатлением в комментариях. И что в итоге? Стоит ли смотреть ничего хорошего в отеле Эль Роял? Ну, конечно, да. Как минимум, потому что годные триллеры выходят не так часто. Это медленный, тягучий фильм, который погружает тебя в свою атмосферу. Он заставляет сопереживать за персонажей и вместе с ними пытаться разобраться в происходящем. Ты действительно хочешь узнать, что же будет дальше, и после просмотра все еще не готов расставаться с героями и их историями. Картина по духу очень похожа на фильмы Тарантино, но при этом не копирует его стиль, а предлагает что-то свое. Да, сюжетные повороты не настолько эпичные, как в «Подозрительных лицах» или «Исчезнувший», но все равно они удивляют, и это главное. А у меня на сегодня все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Но главное помните, в отеле Эль Роял лучше не останавливаться. Пока!